Всем привет! Продолжаем вязать нашего зайку. Итак, делаем утяжку. Находим вот наша середина, вот лицо. Вы вот даже увидите по форме головы. И ближе к середине находим наши прибавки. Вот в таком положении их лучше будет видно. Вот первая прибавка, вторая, и вот сюда пошли прибавки с этой стороны и с этой стороны. Значит, вот ближе к середине мы находим первую прибавку и вторую. Вот под вторую прибавку вводим иголочку, выводим сюда также под вторую прибавку. Именно в столбик, откуда мы вязали прибавку. Оставляем тут ниточку. И вводим в следующий столбик, под следующую, под первую прибавку получается. Захватывать надо будет немного синтепона, чтобы не было пустоты здесь. И выводим здесь также под первую прибавку. Вот таким образом мы стянем, сделаем утяжку для глаз. Глаза на безопасном креплении мы утягиваем также, но делаем утяжки с двух сторон глаза. С одной стороны стянули и с другой стороны глаз стянули. Вот. Сильно утягивать я не буду. Мордочка, чтобы была более похожа на мальчика. Если делать девочку, то лучше, конечно, утягивать больше. Вот. А мальчику сильно утягивать не надо. Будет более такой вот заяц. Вот. Несколько делаем узелков, чтобы ниточка не растянулась, не распустилась. И прячем в голову. В это же место, откуда вела, чтобы спряталась узелочек, чтобы спрятался и не мешал приклеивать глаз. Стянуть вот туда вот. Также и этот спрячу. Теперь вышиваем носик. Я вышивать буду нитками мулине. Значит, носик располагается посередине, вот в этом ряду, под глазом, да, на ряд ниже. И на расстоянии ширина будет носика 5 столбиков. И вот эти 5 столбиков вот найдите посерединке и расположите их. Вот, сделала узелок, ввожу между столбиками так, чтобы этот узелочек спрятался где-нибудь здесь, наверное. И будем вышивать треугольник. Значит, он у нас будет на 2 ряда вниз посередине. Вот такой будет треугольник. И в каждую между столбиками вводим иголочку и вышиваем. И в каждую по 2 раза, чтобы не было большого такого зазора. И так как когда нитками мулине вышиваете, так как здесь много ниток, их можно немножечко как бы разложить вот так, чтобы спрятать просвет немного. Вот. И в дальнейшем можно все вот так вот как бы выровнять хорошо, да, и клеем для ткани можно смазать, чтобы эти ниточки не шевелились. И все, и останется носик как бы такой вот, не будет портиться, в общем, от того, что его трогают. Вот, вышиваем таким образом. После того, как закончили вышивать, выводим там, где уже есть, в какой-нибудь из
из уголков и захватываем не все ниточки, а хотя бы 2 штучки, чтобы не оголить нам это, когда будем вот так вот стягивать узелок, чтобы не разошлось у нас здесь. Вот. И прячем ниточку. Таким образом она у нас будет держаться. Немножечко стяните, сильно не надо, чтобы узелочек спрятался, этого достаточно. Теперь можно взять черную ниточку, не толстую. Я беру швейную нитку в 3 сложения. Можно взять мулине и немножечко разрядить, чтобы не было толстое, потому что мулине, их там много ниток. Вот. И также узелочек в конце. Теперь сделаем окантовочку этому носу, чтобы его выделить немножко. Также вводите обязательно иголку, чтобы не в столбик, а между столбиками, чтобы спрятать ниточку, край нитки. Значит, выводим сюда. Дальше в этот край и к серединке вниз. Вот ниточка у нас располагается так, чтобы ее так вот можно было захватить. Вот. Вводим сюда же еще раз. И на 2 ряда вниз сделаем бороздочку. На 3 ряда даже. На 3 ряда вниз. Таким вот образом получается у нас. Дальше можно сделать грустного зайчика, просто так сделать полосочки. Можно немножечко, чтобы улыбался. Значит, вот у нас вот тут вот вышла ниточка, вот этот ряд. Мы на ряд выше параллельно носу вводим иголочку и на ряд ниже спускаемся вот таким вот образом вниз. Тем самым создаем такую вот улыбочку. Вводим сюда крючок, иголку, вернее, также параллельно носу, параллельно этой стороне. Также ввели сюда, потом опять сюда и на ряд ниже этой стороны. Вот такая вот будет улыбочка. Ниточку мы фиксируем. Можем зафиксировать в этом углу, захватив. Вот, и спрячем. Немножечко натянув, чтобы узелочек туда спрятался. Вот такая вот улыбочка. Я забыла, что надо еще мне сделать брови и реснички. Вот, выводим ниточку там, где будут брови. Располагать я буду их на 2 ряда выше глаза. Сейчас я... Вот так вот. Таким вот образом 2 столбика и на ряд ниже, так и здесь. Значит, можно сделать ему ресничку одну, можно оставить без ресниц. Сделать вот так вот, вывести сюда иголочку глазу в сторону. Мальчику можно сделать ровную полосочку.
Тут у меня клей, немножко будет мне неудобно. Вот такая будет полосочка. Вот. И чтобы зафиксировать, я выведу, наверное, сюда брови. И также зафиксирую, как фиксировала на губе. Все, больше мне вроде эта нитка нигде не понадобится. Фиксирую и прячу. Так, пришиваем ушки. Ушки пришивайте тоже теперь уже, смотрите, как бы вы хотели видеть уши. Я пришью их посередине. Вот ухо будет у меня посередине головы вверху. Расположу так. И вот этот вот центральный круг будет между ними. Таким вот образом пришью уши. Затем пришиваем лапки. Если хотите, обрабатывайте лапку таким образом. Хотите, оставляйте необработанным. Вот таким вот образом будет необработанная выглядеть лапка, таким обработанная. Поэтому смотрите, это уже смотрите на свое усмотрение, как вам захотелось бы. Опускаем, чтобы не мешали нам эти лямочки. И пришивать будем вот где у нас начинается здесь убавки. Вот здесь у нас будет край руки, то есть дополнение, ну как бы смотрите, чтобы было как плечо, рука, как бы они должны будут это вместе одну линию создавать. Вот. По бокам я буду пришивать немножечко вперед, буквально чуть-чуть, не совсем вот так вот ровно опущу, а чуть-чуть сделаю вперед. Вот, таким образом пришью. Вот, затем пришиваем голову. Также вы прикладываете голову, берете вот иголочки вот такие, если у вас есть. Я думаю, они у вас есть. И равномерно, не спеша, аккуратно приложите. Вот таким образом зафиксируйте ее по кругу в нескольких местах, чтобы держалась голова, а потом пришивайте. Вот после того, как вы уши пришьете, ну, если вам уши мешают, пришивайте голову, потом уши. Ну, в общем, дальше пришивать, я думаю, вы сможете сами. Давайте уже все детальки пришьем. И встретимся в конце видео, я вам кое-что расскажу. Ну, вот такой вот зайчик получился. Собрали мы все детальки на нем, пришили. Кто пришил, кто пристегнул. Галстук. Вот здесь, конечно, сильно плотно, я говорила вам, не наполнять ручки, чтобы они сильно не выпирали. Я чуть немножечко как бы переборщила, но я распределю их в синтепон. Вот такой вот получился мальчишка. Вот. И то, что я говорила о том, что расскажу в конце. Вот еще есть вот такая вот зайка. По схеме этого зайца связано, но тут немножечко отличаются детальки. Это лапки и верхние лапки отличаются. Ну, естественно, одежда. Если вы хотите связать такую зайку, то напишите мне. Я сделаю короткий мастер-класс. Детальки, которые я не укажу, они будут, естественно, эти, с этого зайца. А те детальки, которые я укажу, они будут отдельно связаны. И вы можете потом связать самостоятельно, посмотрев этот мастер-класс, связать эту зайку. Вот. Я надеюсь, вам зайчики мои понравились. Вяжите с удовольствием. И увидимся в следующих моих видео. Пока-пока.